Всем привет! С вами проект Power Device, и мы здесь продолжаем прокачивать наши Android-телефоны. В одном из своих прошлых роликов я показывал, как на Xiaomi Redmi Poco с HyperOS 1 и с HyperOS 2 установить полезное приложение Mi AI переводчик. Он выполняет различные интересные и полезные функции. К примеру, если мы вызовем вот такое меню, в настройках поставим соответствующий язык. К примеру, это может быть язык источника английский, целевой язык, на который будет совершаться перевод русский. Источник звука – система. Теперь я могу включить любое видео на английском языке. Даже в прямом эфире. Как это идет сейчас. Здесь мы будем видеть перевод и, соответственно, субтитры. Такой перевод можно совершать на любые языки, можно даже включить без перевода и смотреть только лишь субтитры. Английские, русские и так далее. И так как в настройках этого приложения в источнике звука стоит система, вы можете через любые мессенджеры общаться с каким-то иностранцем, и с его языка также будет совершаться перевод и субтитры. Также здесь есть вот такой простой переводчик. Выбираем языки. Hello, my friend. How are you doing? В общем, друзья, суть данного ролика заключается в том, что в прошлом видео я показывал, как добавить вот такой ярлык вам на рабочий стол. Это делается через Activity Launcher. В прошлый раз было глобальное обновление, но оно не появлялось в шторке. На этот раз я поделюсь с вами таким же глобальным обновлением, но более свежим. И оно уже появляется в шторке, вот здесь. Отсюда его удобнее запускать. В целом, сперва советую посмотреть первый ролик, в котором я показывал, как установить вот этот ярлык, и после его установки поверх уже установить новое обновление, которое принесет к вам в шторку вот такой значок. Данное обновление скину в свой телеграм-канал, как и всегда. Ссылка будет в описании, не забудьте на него подписаться, чтобы не пропускать ничего интересного и полезного. Также отмечу еще одну деталь. Смотрите, если мы из шторки запускаем наше установленное приложение, нажмем вот на эти стрелочки, далее настройки. Здесь также будет создать ярлык на рабочем столе, но смотрите, если мы его создадим здесь, вот он появился на последнем рабочем столе. Нажимаем на него, и у нас открывается все то же окно, которое можно открыть через шторку. Так что по сути этот ярлык нам и не нужен. А этот ярлык, про который я говорил ранее, совсем другой. Через него запускается вот такое окно, где есть некоторые дополнительные функции. Про все это я рассказывал в другом ролике. Повторюсь, ссылка на него будет в описании. Также, друзья, вышло еще одно глобальное обновление приложения погоды. Его также можно установить на Xiaomi Redmi Poco. Устанавливаю обновление. Оно также будет в моем телеграм-канале. Суть в том, что если у вас HyperOS 1 или HyperOS 2 и вы давно не обновляли приложение погоду, то после обновления вы заметите вот такие эффекты. Цифра с погодой попадает как бы за облака. Когда установите, вы увидите такие эффекты. Друзья, не забудьте поставить лайк, подписаться на этот канал. Если у вас возникли какие-то вопросы, пишите их в комментариях, постараюсь помочь. Всем желаю только правильных настроек. До встречи, пока-пока.